Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями. Последняя информация: накаляется ситуация на границе Армении с Азербайджаном. И вот стали появляться такие статьи, сейчас ознакомлю, это азербайджанское издательство Минвал Азе опубликовало статью. Россиянам не рекомендуется посещать приграничные с Азербайджаном районы. Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы Сюникской, Вайдзорской, Гагеркунийской областей Армении. Об этом говорится на сообщении на сайте Дипмиссии. Вот еще комментарии тут написали. Правильно, нечего там лазить. Из Карабаха тоже валите, россияне. Но это только начало. Смотрите дальше. Американцы заявили: посольство США в Армении повысило уровень опасности нахождения в стране. Это уже серьезнее заявление, видите, флаг американский. Посольство США в Армении повысило уровень опасности нахождения в стране до 2-го уровня. Дипмиссия также не рекомендует своим гражданам посещать Карабах. Имеется в виду Карабахский регион Азербайджана, а также приграничные районы. Об этом говорится в информации на сайте Дипмиссии. И вот теперь смотрите информация дальше. Это уже новости Армении, последняя информация. Госдеп США запрещает сотрудникам посольства в Армении посещать 5 областей страны. 5. На границе с Азербайджаном и Карабахом. Сейчас я вам на карте покажу эти районы, где запрещено уже, как бы сказать, появляться американцам. Госдеп США призвал сотрудников посольства в Армении и их членов их семей не посещать без крайней необходимости некоторые районы 5 областей Армении и Карабахе. Это объясняется военными действиями, типа они пишут, на армяно-азербайджанской границе, как бы которые были с 13 по 15 сентября, в том числе сообщениями об обстрелах Армении. Отмечается, что некоторые районы особенно опасные. Информация об этом размещена на сайте Госдепа. В список вошли. Сейчас я... В общем, это они пишут одно, а получается, что сейчас очень там напряженная обстановка, лучше не показывайтесь. Мол, не посещайте американцы, вас могут там еще нечаянно и подстрелить. Вот где опасные места в Армении сейчас будут. Тавушская область вдоль трассы М4 к северу от Идживана и все районы восточнее. Сейчас я вам карту подтяну. Так, покажу. Вот Идживан. Вот тут трасса есть М4. В общем, вот этот район. Вот Тавуш здесь, да-да-да. И вот тут трассы эти. В общем, вот этот район опасный, американцы считают. Идживан, Тавуш, вот эта вся зона лучше не посещать. Здесь могут быть сейчас боевые действия на этой границе. Так, поехали дальше. Гагеркунийская область к востоку от озера Севан. Так, дальше на карте. Гагеркуник, так, вот здесь еще озеро Севан или Гейча. В общем, этот район тоже очень опасный, как бы сказать, по этой линии, вот. Тоже они считают, что здесь лучше не показываться. Но здесь ясно, что азербайджанцы стоят, вот понятно, и вдоль озера Гейча стоят тоже. Я, говорит, лучше американцам здесь не появляться. Да, село Яраск Каратской области. Вайдзорская область к востоку Ехен-Надзора, да. Вот Сюникская область, понятно, это Зангезур. Поездки в Карабах по-прежнему запрещены. Так, Зангезур это ясно, что там уже что-то будет. Я говорю, вот именно Зангезурская область, здесь точно лучше не появляться никому. Здесь, мне кажется, вооруженные силы Азербайджана пойдут в наступление скоро. И вот еще что здесь пишут. Поездки в Карабах по-прежнему вообще запрещены американцам. Ранее с аналогичным предупреждением выступило посольство США в Армении об агрессии Азербайджана против Армении. Я говорю, вот сейчас что-то намечается уже, раз американцы начали, уже запаниковали, что что-то будет, они, видно, в курсе уже. Ну и вот, всем известный Тигран Абрамян заявил: в различных направлениях границы наблюдается динамика роста напряженности.
есть локальные передвижения. Но передвижения, ясно, что азербайджанских вооруженных сил они передвигаются уже. Так, и вот что он тут заявляет сейчас подробнее. По словам Тиграна Абрамяна, Азербайджан выражает свою позицию силой, как бы он считает, на границе. И демонстрирует на этом в разных направлениях передовой линии с Арменией и в Карабахе. Секретарь фракции Чесемея сказал, что в различных направлениях линии границы, хотя и медленно, наблюдается динамика роста, напряженности и есть локальные передвижения, конечную цель которых пока сложно сказать. Ну какая? Азербайджан будет освобождать свои исторические земли. Очевидно, что в течение последних 2-3 недель азербайджанская сторона провоцирует на различных направлениях границы четкие спланированные провокации. Азербайджан постепенно накаляет обстановку на границе, преследуя различные цели. Абрамян сообщил также, что передвижение зафиксировано в основном на тех участках, где со стороны Азербайджана в сентябре была развязана агрессия. Но это понятно, где это были боевые действия. Сейчас я вам покажу. Ну, практически начиная вот сверху, здесь было действие, да, были, да, перестрелки, продвижения, но небольшое. В основном продвижения были озеро Гёйча, здесь Варденис, Кут, Сот, здесь продвижения были, да, сильные. Здесь были в Джермуке продвижения, да, сильные, в этих направлениях особенно вот. Ну и там еще по всей линии, но не так сильно, как бы сказать, там, ну вот и в Зангезуре еще, да, Иран запаниковал, что скоро им перекроют эту трассу, и здесь были продвижения по этой линии. Так что Абрамян не зря беспокоится, говорю, Ильхам Алиев уже на нервах, уже армяне следят за его поведением, говорит, он очень агрессивный стал, угрожать начал, и они, видно, уже почувствовали, что Азербайджан готовится к наступлению очередному. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.